Всем привет! Наверное, всех достало, что Casio везде пихает инверсные экраны. Сегодня мы будем устранять этот недостаток, заменив поляризационную пленку вот в этих часах. Что нам понадобится? Собственно, поляризационная пленка от iPhone XS Max, ножницы, бумага для трафарета, скальпель, отвертки и шпилька-сниматель. Приступим к разборке. Первым делом снимаем, чтобы не мешался ремешок с часов. Следующий наш шаг – это открутить 4 винта по углам задней крышки. Снимаем заднюю крышку, откладываем ее в сторону. Здесь у нас стоит уплотнительное кольцо, его снимаем в избежание получения повреждений. Дальше снимаем резиновую вот эту прокладочку, потом снимаем вот это черное нечто, не знаю, что это и зачем. И дальше нам нужно вынуть модуль. Дальше небольшой момент. Дело в том, что так как часы имеют солнечную панель, то связь между модулем и солнечной панелью, которая расположена под стеклом, она осуществляется с помощью двух пружинных контактов. Поэтому модуль нужно доставать очень аккуратно, так как есть возможность потерять эти самые пружинки. А вот и самые вот эти две пружинки, про которые я только что говорил. Не знаю, будет ли видно на камеру, но в самых углах, вот здесь вот со всех сторон, видно, что пленочка немножечко не доходит до края стекла. Нам нужно поддеть пленку в любом из мест и аккуратно срезать это все дело скальпелем. Вот я смог поддеть пленку, сейчас постараюсь ее аккуратно снять. Засек время, уже 2 минуты у меня заняло вот это дело. Все, ребята, старая пленка удалена, вот она у меня отлетела, по времени это все заняло 6 минут 27 секунд. Теперь нам нужно удалить отсюда весь клей и по трафарету изготовить новую поляризационную пленку, которую мы сюда наклеим. Итак, наконец-то, спустя 38 минут клей очищен. И мы что делаем? Мы сейчас приклеил я вот поляризационную пленку на бумажку, сделаем трафарет и вырежем новую. Итак, я изготовил по трафарету новую поляризационную пленку. Смотрим, что у нас получается. Сейчас будем приклеивать ее на место. Итак, пленочка у нас на месте. Теперь нужно снять верхний защитный слой. Все, вот такая красота у нас получилась. Теперь собираем часы в обратном порядке. Давайте же оценим наш конечный результат. На мой взгляд, читаемость стала намного лучше, чем была, когда был инверсный экран. Спасибо вам, ребята, за просмотр. Ждите новых видео. Пока.